Всех приветствую на канале Helping Animals. Он медленно уходил на дно. Она не могла помочь, но обняла его и оставалась с ним до последнего. Это был отличный день. Во всяком случае, так он начинался. Девушка из Мельбурна ехала на своем коне верхом вдоль берега. Это было здорово, и все было как обычно. Лошадь, как всегда, слушалась свою хозяйку и вместе с ней наслаждалась прогулкой по побережью. Но никто даже не мог подумать о том, что через пару минут случится настоящая катастрофа. Прогуливаясь по знакомым местам, неожиданно, лошадь девушки, жеребец по имени Астра, попал в ужасную трясину. Для любого коня это ужасная гонка на выживание, так как это животное под своим большим весом. Порою не в состоянии выбраться и без помощи со стороны спасти животное практически невозможно. Хозяйка полезла в трясину вслед за своим конем, чтобы помочь ему выбраться. Ровно 3 часа Николь пыталась помочь бедному коню, чтобы хотя бы он мог дышать. Из-за огромного веса животного Николь провалилась в грязь, ее начало засасывать тоже. Скорая прибыла служба спасения, которая вытащила Николь и коня Астра. Хозяйка всеми силами пыталась успокоить свою любимую лошадь. Еще буквально полчаса и они утонули бы, потому что прилив был уже близок. Спасательная служба прибыла вместе с ветеринаром и фермером. Они жили неподалеку от побережья и согласились одолжить транспорт, чтобы вытаскивать коня. Астра просто нуждался в успокоительном уколе. Конь бился в грязи, ничего не мог поделать. Ничего не помогало вытащить коня. Спасатели даже вызвали вертолет, но даже это оборудование оказалось бесполезным. Это были какие-то настоящие зыбучие пески. Прилив подбирался все ближе. Вскоре спасательной службе удалось вытащить лошадь Астра. Ветеринар и фермер обрадовались, что трактор все-таки пригодился. Когда конь выбрался на сушу, он грохнулся на землю от изнеможения и больше не мог идти. Дома Николь помыла коня и пообещала ему, что больше не пойдет с ним на прогулку в это ужасное место. Он медленно уходил на дно. Она не могла помочь, но обняла его и оставалась с ним до последнего. Вообще, Николь уже очень давно увлекается лошадьми, так как у нее есть свой ипподром, на котором есть более 10 кобыл. Но она признается, что за 20 лет работы с животными с ней ни разу не случалось таких моментов. Эта история по-настоящему восхищает. Вот каким чутким и верным нужно быть хозяином. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.